Завтрак является одной из важнейших составляющих здорового питания и, конечно же, питания тех людей, которые хотят снизить свой вес. Но, к сожалению, после выхода из самоизоляции до сих пор многие тем, что нужно обязательно позавтракать, пренебрегают. Самое главное, что вы написали мне об этом, и сейчас я поделюсь с вами 3 рецептами завтрака вкусного, полезного и, что самое главное, быстрого, который вы точно успеете приготовить перед работой за 5 минут. Меня зовут Мария Мироневич, я похудела на 55 килограммов и с удовольствием делюсь своим опытом и, конечно, вкусными, простыми и еще быстрыми рецептами. Начинаем готовить завтрак номер 1. На сковородку я отправила буквально 10 граммов сливочного масла. Вы можете использовать растительное, мне вот просто сегодня захотелось сливочного. Здесь 150 граммов замороженных брокколи. Отправляем их на сковородку и прибавляем огонь до среднего, для того, чтобы брокколи как можно быстрее у нас разморозились. И заодно масло тоже разморозится. Еще почему я использую сливочное масло? Потому что витамины, которые содержатся в брокколи, отлично усваиваются вместе с жирами. И, соответственно, 10 грамм масла тут как нельзя кстати. Прошло 2 минутки, самое время присолить наши брокколи, добавить немножко перчика, для того, чтобы завтрак наш был не только полезным, но еще вкусным и ароматным. Теперь их перемешиваю. Добавляю 150 мл воды и добавляю 100 граммов кускуса. Сейчас нам все это нужно будет перемешать. Газ я сейчас убавляю до минимального. Накрываю крышкой и оставляю на 2 минуты на самом медленном огне, для того, чтобы брокколи сготовились и кускус впитал в себя лишнюю водичку. Тарелку я уже поставила на весы. Отправляем наш кускус, он получается вкусным, рассыпчатым. К кускусу, конечно же, добавляем брокколи, наши красивые, зеленые, вкусные, полезные. Да еще со сливочным маслом, правда, очень вкусно. Очень быстро приготовить, когда вы торопитесь. Ну и еще, конечно, так как сейчас лето, чтобы было вкусно, сочно, добавим несколько ломтиков томатов. И получается просто супер завтрак. Вкусный, красивый и, самое главное, очень быстрый. Приятного аппетита! Вес такого вкусного завтрака составляет 299 граммов. Готовим завтрак номер 2. Еще 10 граммов сливочного масла отправили на сковородку. Пока масло растапливается на сковороде, я половинку красного сладкого перца нарезаю сначала соломкой, а затем нарезаю кубиком. Сливочное масло я распределила по сковороде, отправляем кубики перца. Пока перчик пассируется, добавляю в миску для смешивания 2 яйца и 50 мл молока. Немного присаливаю. По вкусу добавляю немножко перчика, вы можете перец не добавлять. Ну и, конечно, все перемешиваем до однородного состояния. Взбивать абсолютно не нужно, просто смешиваем молоко с яйцами. Делаем наш омлет ярким, добавляем кукурузу. У меня кукуруза консервированная. Если у вас замороженная, то отправляйте ее на сковородку вместе с перцем. Теперь я сейчас все перемешаю, чтобы равномерно распределялось по сковороде. Так сделаем. Все. Все очень быстро. Заливаем омлетом наши овощи. Ой, как ярко и красиво мы будем завтракать. Накрываю крышкой и оставляю до готовности омлета на 3-4 минуты. Отправляем наш омлет на тарелку. Посмотрите, какой он получился нежный. Самое главное, еще он получился красивый, что немаловажно, вкусный и полезный, благодаря тому, что мы туда добавили самый обычный перчик. Вы, кстати, можете использовать любые овощи, которые есть у вас в наличии. Вот такая щедрая порция омлета получается. Ну и обязательно для красоты и вкусноты добавим немного зелени. Вес нашего завтрака 295 граммов. Приятного вам аппетита! Вот так быстро мы с вами приготовили 2 завтрака. Наступило время 3-го. Мы его будем готовить из овсяных хлопьев быстрого приготовления. Я с вами согласна, конечно, полезнее использовать геркулес, но он варится минимум 20 минут. Поэтому между тем, чтобы остаться без завтрака совсем и использовать быструю овсянку, я вам предлагаю выбрать быструю овсянку, потому что завтрак очень-очень важен для отличного самочувствия и, конечно, для снижения веса. Готовим простой завтрак номер 3. Если вы никогда не ели овсянку с кабачками, то значит вы много потеряли, и самое время попробовать, потому что сейчас уже почти лето, самый сезон для кабачков. У меня половиночка кабачка, и я его нарубаю сейчас вот так на полосочки, а затем нарезаю мелким-мелким кубиком, просто для того, чтобы он как можно быстрее заготовился, потому что нам нужен быстрый завтрак.
10 граммов масла уже растопились. Отправляем на сковородку наши мелко нарубленные кабачки. Распределяем их по дну сковороды. И нарезаем наш красный сладкий перчик мелким-мелким кубиком. К шкварчащим кабачкам добавляем половинку сладкого перца. Очень красиво, все уже выглядит просто супер по-летнему. И теперь наша задача поперчить, для того, чтобы от перчика остался только аромат. И в течение 3 минут я обжариваю на среднем огне, для того, чтобы кабачки и перец приготовились. 5 минут прошло, кабачок и перчик отлично обжарились. Добавляем 200 мл воды. И теперь я накрываю крышкой, увеличиваю огонь для того, чтобы наша вода закипела. Вода закипела, снимаю крышку, самое время присолить по вкусу и добавляю наши хлопья прямо в сковородку. Теперь необходимо все перемешать. Так как овсянка быстрого приготовления, я сейчас накрою все это дело крышкой. Через 5 минут мы получим вкусную, сочную овсяную кашу с большим количеством клетчатки. Наша овсянка готова, отправляем ее на тарелку. Так что если вы видите овсянку только так, как вариант молочной каши, на самом деле ее можно готовить абсолютно по-разному. Это добавит разнообразия вашему меню. И, конечно, если нужен быстрый завтрак, то как раз быстрая овсянка приходит в такие моменты на выручку. И, конечно, не забывайте, сейчас уже почти наступило лето, обязательно добавляйте свежие, тушеные, в общем, любые овощи в ваш рацион. Будете себя отлично чувствовать, ну и, конечно, отлично выглядеть. Обязательно добавим немного зелени. Вот так красиво и просто можно приготовить быстрый завтрак. Выход на порцию одного человека получается 308 граммов. Я очень рада, что сегодня с вами поделилась такими простыми, быстрыми рецептами завтраков из самых обычных продуктов. Точно что-то из этого найдется у вас в холодильнике, и вы сможете позавтракать и только после этого отправляться на работу, для того, чтобы хорошо себя чувствовать целый день. Если для вас это видео было полезно, вы нашли для себя вкусный, простой вариант быстрого завтрака, поставьте, пожалуйста, лайк, поддержите нас. Еще обязательно подписывайтесь на канал, если вдруг до сих пор вы этого не сделали. И, конечно, нажимайте на колокольчик для того, чтобы как только мы выпускаем новое видео, вам сразу приходило оповещение. Вот здесь появятся наши еще новые, вкусные, полезные, интересные видео. С вами была Мария Мироневич, которая знает, как важен завтрак. И я очень надеюсь, что вы после этого видео начнете завтракать. А я желаю всем любви, добра, конечно же, здоровья. До новых встреч!